Добрый вечер, меня зовут Николай Денисенков, я автор книги «The True Self». О чем эта книга? Книга о типологии Юнга и индикаторе Майерс-Бриггс. Где она читается? Она в Соединенных Штатах Америки читается, эта методика, технология в простых школах. И каждый, девятиклассник, десятиклассник знает, что такое INFJ. Николай Денисенко, INFJ. Причем тут проектный менеджмент? Дело в том, что эта технология Юнга и Майерс-Бриггс в проектном менеджменте является основной технологией по управлению персоналом. Кто из вас захочет получить диплом MBA престижный, тот обязательно будет изучать типологию Юнга и Майерс-Бриггс. На моем мастер-классе я подготовил 19 слайдов. Моя цель больше рассказать вам об этой технологии, а еще больше ответить на ваши вопросы. Только на один вопрос я не смогу ответить. Почему в Украине не читается типология Юнга в школах и Майерс-Бриггс? Спасибо. Посидите, пока я начну. Здравствуйте, меня зовут Николай Денисенков. Я сейчас буду рассказывать. Если будут вопросы, какая-то пауза, и, пожалуйста, поднимайте руки, задавайте вопросы, потому что, может быть, для вас это очень новый материал. Значит, вот в 2000 году вышла книжка «Динамическое лидерство в управлении проекта». Значит, она вышла тут в Киеве, в Киевском инженерно-строительном институте, который тоже я заканчивал на факультете автоматизации строительного производства. Управление персоналом здесь описано вот в таких аббревиатурах: ISTJ, ESFJ. Это все аббревиатуры индикатора типов Майерс-Бриггс. И другой технологии в управлении проектом персоналом нету. Пожалуйста. Третью. Откуда взялась вся эта технология? В 1921 году Юнг написал вот эту книгу, называется «Психологические типы». И в этой книге были отражены три дихотомии: интроверсия, экстраверсия, логика, этика и сенсорика, интуиция. Через 2 года, пожалуйста, две удивительные женщины, Катерина и Изабель, начали изучать типологию Юнга по той книжке. И они добавили еще одну дихотомию. Это рациональность и иррациональность. Значит, их никто не сертифицировал, ни Юнга, ни вот этих двух женщин. Они жили в Соединенных Штатах Америки. Никто им никакие свидетельства не давал. Никто им не рассказывал, что такое интроверсия, экстраверсия, сенсорика, интуиция. Но они открыли еще одну дихотомию: рациональность и иррациональность. И, пожалуйста, следующий слайд. И вот эти названия вышли у них вот в такой таблице. Дальше развитие, они долго шли, чтобы создать индикатор определения типов. Переключите. И в 1943 году они создали индикатор типов, которые начали продавать. Но эти типы они определяли по поведению людей. Как описал Юнг: интроверсия, экстраверсия, сенсорика, интуиция, логика, этика.
Так они определяли по поведению людей. Они брали, делали таблицы, такой знакомый вот такое у них, другой знакомый такое, третий знакомый, и у них появилась квалификация. Ну вот, и Инесса Голдберг, графолог, она определяет все эти информационные доминанты по почерку. Понимаете? У меня есть совместная с ней статья где-то в 2007 году известных людей. Она есть в интернете. Кому будет интересно, я могу потом показать. То есть эти признаки, о которых я говорю, они могут определяться по почерку. И графологи об этом знают. Пожалуйста, следующий. Значит, вот Юнг, Катерина Брикс, Изабель Брикс. Значит, для наглядности я разработал такую диаграмму. Значит, вот есть иррациональные типы. Это то, что придумали эти две женщины. Иррациональные типы. Что я обнаружил, когда я пошел тем же самым путем, как Юнг и эти две женщины. Меня никто не учил определять, что такое рациональность, иррациональность, логика, этика, сенсорика, интуиция. Никто меня этому не учил. Просто я поступил в 95 году в Академию управления здесь в Киеве, и там читали типологию Юнга, и я очень скептически относился к этой науке, но так как я не работал в школе преподавателем, а все время был на производстве, на руководящих должностях, я знал, много людей знал по поведению, я принимал их на работу. Я чувствовал, что даже я участвую в судьбе человека, могу взять на работу, не могу взять. Они по-разному относились и ко мне, и к работе. И я обнаружил, что вот то, что ввели Изабель, Катерина и Изабель, вот этих иррациональных, их меньше 10%. А все, вот в интернете, в Ютубе есть очень много роликов на эту тему. И когда ведущие рассказывают, что вот они начинают, это такой тип, и что-то там рассказывают, о рациональных, на 80% совпадающие с моей характеристикой. Но когда начинают говорить о пи, вот J это рациональность, и пи это иррациональность, то у меня с ними не совпадает отношение рациональных людей к иррациональным. Вот взять, допустим, украинских актеров. Украинских актеров кино и театра, которых, я интересуюсь этим делом, их меньше 10. Понимаете? Дальше. Я анализировал, с чего я начинал вообще анализировать? Со своих родственников. Нужно начинать анализировать с тех людей, которых, вы знаете, больше 10 лет, 20 лет, 30 лет. Тогда, точность типирования и формирование образов разных типажей будут у вас более релевантные. Меня спрашивают, как определять, допустим, рациональность и иррациональность. Я говорю, я не могу вам передать. Почему? Потому что первого человека я типировал 2 месяца. Для того, чтобы, так как я учился в Киевском инженерно-строительном институте, первое образование, и там была теория автоматического управления, там есть статические и астатические системы управления, они определяются по точности автоматического регулирования. И я точно должен знать, что если я буду определять типаж какого-то человека, я должен знать, с какой точностью я это делаю. Почему? Потому что нам давали книги, и вот пишут в одной книжке Шевченко, рациональный этик, сенсорик, интроверт, а в другой книжке Шевченко, писатель Шевченко, Тарас Григорьевич, рациональный этик, интуитик, интроверт. Я был в шоке, куда я попал, в какую я западню попал, когда таких великих людей по-разному определяли. Но, переключите. Но если мне таблица интертипных отношений,
Я отказался вообще от этого типирования. Но Витас Лескавичус, это в соционике, по базовым признакам Юнга и Майерс-Бриггс составил таблицу интертипных отношений. Конечно же, и Юнг, и Изабель и Катарина могли тоже ее составить. Но вот этот человек сделал еще шаг вперед. И тогда, анализируя своих родственников, там 30 человек, я видел между ними отношения разные. Кто-то конфликтовал друг с другом, кто-то сильно дружил, кто-то там долго мог разговаривать, кто-то за 2 секунды там искры вспыхивали. И когда я складывал вот эти все моменты, то вот смотрите, тождественные отношения. Это я и точно такой я. Дуальные отношения – это дополнение. То есть, если я рациональный, если я, допустим, логик, то дополняет меня этик. Если я сенсорик, то меня дополняет интуитик. Если я экстраверт, допустим, то меня дополняет интроверт. И это считается как бы наилучшими отношениями в семейной жизни. Здесь их 16 этих отношений, к ним можно относиться как бы скептически, сказать, что они неправильные. Но следующий шаг кто-то сделает такой, что, допустим, скажет, нет, они неправильно, а они вот такие. То есть каждый из вас может сделать шаг в будущее психологии и усовершенствовать эту таблицу. Но то, что она работает, и то, что она помогла мне выйти на точность типирования больше 90%, это, конечно, стопроцентный факт. Так, пожалуйста, следующий. Значит, что сейчас требуют работодатели? На первом месте сейчас выходит тенденция, что работник должен знать свои сильные и слабые стороны, вот как передо мной тут выступал коуч, и правильно она говорит. А потом идет что там? Мотивированность, целеустремленность, интернальный локус контроля, а знания, оценки в школе, это там после 10 места. Значит, как, допустим, принимать на работу? Есть психологические компетенции. Для того, чтобы понять, какой типаж подходит под рабочее место, делается функционально стратегический анализ предприятия, где определяются функции рабочих мест. Под эти функции рабочих мест можно определить типаж. Один из тех типажей, который наибольше подходит к этому рабочему месту. Сейчас это долго рассказывать. Значит, я провел больше 20 стратегических анализов предприятий и организаций по Украине, по разным городам, и как бы проводил практически эти работы. Ну, допустим, идут люди, через час я их типирую, и определяется, что, допустим, вот 3 человек мы выбрали. Дальше какая функция? Значит, приходит руководитель отдела или какой-то начальник, у которого он должен работать. И уже он определяет профессиональные компетенции. То есть, насколько много опыта у этих людей есть для выполнения функции рабочего места. В результате стратегического анализа может оказаться, что есть дублирование функций рабочих мест. На разных значит, рабочих местах функции дублируются. И есть функции, которые вообще никто не делает. И потом проводят собрания, оперативки, и там вручную все это дело расставляют. Я продолжу, может, вопросы у кого-то есть? Или все сложно? Пожалуйста, дальше. Вот, значит, вот INFJ,
начальник цеха завода. Я участвовал в большом строительстве на заводе, там было 3500 человек, 4 года шло строительство, очень большое. И когда я изучил, ну, как бы понял, что я типирую с высокой точностью, я определил вот эти типажи, которые участвовали в строительстве. То есть это уже элементы проектного менеджмента. Потому что проектный менеджмент, он точно расставляет NF, NT по профессиям, что нужно для того, чтобы выполнить какой-то проект. Вот если вы сфотографируете вот это, потому что, или где-то запишите, потому что дальше оно пригодится. Здесь нет ни одного пи, вы видите? Все рациональные. И какие тут повторяются. Вот замминистр приезжал к нам раз в месяц, 10 Волк заезжала, и он проводил оперативный ESTJ. Дальше управляющий проектами области ISTJ, управляющий строительным трестом ESTJ. 4 года со всеми ими общался. Управляющий участком ENTJ. То есть вот это все взято с практики. Потому что многие, когда рассказывают об этих типажах, ну, кто-то написал стихотворение, они его выучили и повторяют. Я пошел с другой точки, я производственник, и я определил. Вот директор завода ESTJ. Вот смотрите, ESTJ. Замминистра ESTJ. Управляющий ESTJ. Директор завода ESTJ. Главный инженер ISTJ и управляющий трестом ISTJ. То есть все они, и когда вы начнете смотреть в Фейсбуке ролики, вы поймете, что да, действительно, вот о них тоже рассказываются. Но наравне с другими они рассказывают, допустим, и STP. Понимаете? Я не встретил, ну как бы у меня тут нет ни одного иррационального человека. Ну а были они в руководящих? Да, были. Вот на нашем заводе 3500 человек. И один, ну из 10 цехов был один Пи. Он был ESTP. Один из 10 начальников цехов. И был начальник отдела. Тоже ESTP, начальник отдела оборудования. Начальник техотдела, значит, INTJ, он тоже рациональный. И их как бы, ну, с теми, что в Ютубе показывают, да, они аналитики, и сам Юнг был NTJ. Пожалуйста, дальше. Теперь по отношениям. Вот, допустим, обслуживание персон в банках, финансовых организациях. Как бы наиболее удобные, наилучшие по передаче информации от одного типа к другому – это тождественные отношения. И дуальные отношения. Вот, допустим, в школе у каждого из нас были любимые учителя и нелюбимые. И все оно коррелируется по вот этим двум табличкам. У меня были 2 любимых учителя физики, и они были один с моим типажом, а другой был с дуальным типажом, то есть дополняли. И как бы я, ну, может быть, пошел бы в другую профессию. Но вот так как мне было удобно с ними, и они меня потом брали в физический кабинет учителя физики. И когда я поступил уже в Киевский инженерно-строительный институт, я физику не сдавал. Я делал лабораторные работы на весь поток, и меня все списывали. И учитель говорит, ты не приезжай, оставь зачетку, я тебе 5 поставлю. То есть передача. А теперь представьте учителя, иррациональные учителя учат рациональных учеников. Да, у нас в школе было такое.
Это были слезы, горе и нервы. И вот эти знания, как бы, ну, я не знаю, когда в Украине они начнут как бы применяться. Но в бизнесе, в банках, в финансовых организациях для обслуживания VIP-клиентов могут применяться эти технологии, но как бы известность об этих технологиях пока очень низкая. Вот смотрите, в Америке в школах читается все вот это. И ученики знакомятся, и Майерс-Бриггс индикатор типов они изучают. И я по скайпу общался с такими учениками, они себя точно определяют. И когда им показали мою книжку, INFJ, они все знают. Вот, поэтому очень широкая, большая зона для обслуживания VIP-персонала кроется вот в этой технологии Юнга, которая, ну, все больше и больше начинает внедряться в очень многих странах. Пожалуйста, дальше. Вот самое важное в проектном менеджменте в той книжке – это структура проектной команды. Вот он, председатель ESTJ и ESTP. Вот все руководители, я тогда там показывал, вот они были и такие, а вот были один начальник цеха и начальник отдела оборудования, они были иррациональны. Все, оно все идет. Оформители решений, советчики, разведчики ресурсов. Ну, как бы у меня был проект в одной организации. Вот хорошо работает, значит, по поиску клиентов. Она рассчитывается, ее переманивают, 3 раза дают большую зарплату. Так, давай срочно ищи человека. Я беру, говорю, у тебя есть подружка? Есть, приведи ее. Точно с таким типажом. Я говорю, все, ставим ее, даже если она недостаточно квалифицирована по профессиональным своим характеристикам, значит, то она быстро входит в коллектив, и она быстро вошла в коллектив, потому что сотрудники рядом, они уже увидели ее очень близкую к той. Они уже к той привыкли по информационным доминантам. И она очень быстро вошла. Ну, буквально за 3 дня она начала, как бы, все остались ею довольны. А если, допустим, с конфликтными отношениями к ней поставить человека, начинаются конфликты просто на ровном месте. Даже если этот человек более по профессиональным характеристикам, больше, как бы, ну, имеет больший опыт в решении задач. И сейчас очень быстро меняется весь бизнес, входят новые технологии. И, ну, эта технология может быть применима в очень различных ситуациях. Пожалуйста, следующий. Значит, уровни принятия решений. Это не я придумал, это я выучил. Нам давали книги, я там выучил. Есть 4 уровня принятия решений. Инновационный, адаптационный, активный и рутинный. То есть инновационный может генерировать идеи бесконечно. Адаптационный может адаптировать часть этих идей. Активный уровень решения, люди с активным уровнем решения, они зацикливаются на 3 вариантах. И все. Он не может принять решение. И только рутинный уровень принятия решений с этих 3 вариантов может выбрать один самый эффективный. Где это? Пример, Николай Михайлович, сейчас дадим. Следующий. Вот пример проектного менеджмента. Значит, Beatles, и всем известная группа. Вот представитель инновационного уровня принятия решений. Вот представитель адаптационного уровня принятия решения.
активного уровня принятия решений и рутинного уровня принятия решений. Эта группа создалась, никто ее, проект, никакая технология не применялась. Они создались, сильная мотивация была, что они были, во-первых, все разные, перекрыли 4 уровня принятия решений. После того, как они выпустили хиты и получили мировую славу, мотивация как бы снизилась, уже денег было много, и они начинали уже конфликтовать, и группа как бы распалась. И никто из них в отдельности не смог написать такую песню, какие те хиты они писали. Значит, я хочу еще сказать о Робинзоне Крузо. Робинзон Крузо был, значит, боссманом, действительно попал на необитаемый остров, но через 5 лет нахождения на острове он одичал. С ним не о чем было разговаривать. Поэтому эффективность команды, чем более разные люди будут представлены в этой команде, тем, значит, конфликтность очень высокая, нужна высокая мотивация, но скорость принятия решений выхода из кризисных ситуаций очень высокая. И все это благодаря Юнгу, который не учил ни Катерину Брикс, ни Изабель Брикс. Они сами это выучили, и вы тоже можете все это выучить. И я это выучил. Вот. И моделировать. У меня первая статья была научная в журнале «Соционика, ментология и психология личности». Это, значит, менеджмент групп выхода из кризисных ситуаций. Вот, то есть при построении групп выхода из кризисных ситуаций, вот она может применяться для того, чтобы построить эффективные команды. Ну, дайте хоть один вопрос. А как это пригодится в педагогике? Вот я прихожу в аудиторию, преподаю, как я это могу там использовать? Вот смотрите, вы можете, допустим, выбирать себе на обучение как бы... Я не могу выбирать, кого... Подождите, на дому, ну, есть же люди, которые хотят выучить своих детей, только тех, которые или тождественные, или подуальные. Дальше, теперь в школе. В школе никто не... Я же задал сегодня вопрос, какая цель школы? Мне же никто ничего не ответил. Значит, что требует сейчас работодатели? Эффективную команду. Чтобы была эффективная команда, необходимо, чтобы каждый участник команды знал не только свои слабые и сильные стороны, но и других. И вот эта типология Юнга позволяет определять и свои сильные стороны, и другие. И учитель, кроме того, что дать задачку, они должны ставить перед группой людей конкретные задачи, решаемые вне даже школы. Самая основная цель, которую я считаю, задача и цель школы должна быть дать каждому учащемуся знания о себе и об окружающих, чтобы они сами могли моделировать вот такие группы. О. А как можно оценить этот типаж? По каким критериям оценивается? Где это можно прочитать? Вот мои книги. Вот мои книги. Пожалуйста. Значит, о тестах я вам скажу. Значит, есть тесты на английском языке. Значит, валидность всех тестов 50%. Я хотел войти в мировую психологию, создать такой тест. Я его написал. Закачали мы его в компьютер. Приходили люди, отвечали, и я типировал. Валидность тестов 50%. Поэтому, если кто-то вам будет говорить, что там тесты выше 50%, не верьте. И всех о них известных личностях, которые висят на сайте, 50% правильные, 50% нафантазированные. Но вы же знаете, что много типов, у одного человека может быть много типов. Да, но вот смотрите сюда. В кризисных ситуациях человек может выйти из своего типа и попасть в другой тип, но тратится очень много энергии, и он очень сильно нервничает, понимаете? И все актеры, вот у меня к актерам большая претензия в украинском кино, значит, все актеры, они пытаются, их как учат? Ты должен как-то так сыграть, как, допустим, Андрей Миронов, понимаете?
Называют кого? Андрея Миронова, дальше полет над гнездом кукушки. Кто играл там? Да. Ну, да, Николсон. Вот они все называют, а они были иррациональны. Сыграть, как Николсон. И Миронов, может, только иррациональный человек. И эти педагоги, я их всех знаю по Фейсбуку, они их выдавливают, он должен сыграть не себя. Вот. Поэтому есть характер персонажа, тот сценарист, который пишет. Вообще, что такое главный герой? С английского главный герой переводится, значит, это главный характер. То есть самое интересное произведение, когда разные характеры. И вот эти разные характеры начинают играть одни и те же, как бы фантазируют, что они там могут, что ничего не получается, зритель не идет. Я вот был вчера до дому, пошел до дому. Там всего 2 типажа людей. В зале 15 человек. А по каким критериям внешне по поведению можно отнести человека? Вот смотрите сюда. Был у меня такой вопрос. Значит, вот если есть Запорожец и, допустим, Волга. Если вы 20 лет будете на них смотреть, да? Вот ходить 20 лет. Вы по фаре, даже вот так стукнете по одному капоту, по другому, вы с закрытыми глазами скажете, это такая машина, а это такая. У меня опыт больше 20 лет. Я 20 лет вижу одних и тех же людей, и мои вот эти сформированные образы я вам не передам. Потому что они, ну, я изучал психологию, и нам преподаватель сказал, что вся, ну, допустим, как человек, что там с нейронами, это нейроны формируют образы на базе каких-то других образов, понимаете? И я могу только сказать, да, вот они, вот смотрите. Да, это я протипировал, точность типирования у меня сейчас 99-100. Смотрите на них год, 2, сколько у кого хватит желания. У меня было желание. На это не нужно никаких больших как бы, вложений. Майерс-Бриггс, Катерина и Изабель, их же никто не учил, никто никого не сертифицировал. Сейчас, если человек сертифицированный, все, зеленый свет. Вам известно, какая типология была? Какие типажи? Типологии какая типология более эффективна будет? К чему? В изучении и применении этого метода. Могу сказать. Скажите, Да. какой типологии? Значит, я был в Киеве, в доме учителя, ходили там, ну, соционики, туда и Ауша приезжала, и я туда был, месяца 3 я туда ходил. И я всегда садился, так заходил, и тут стали случаи. Там был стол, там президиум, там все были метры, километры, а я как миллиметр тут сразу садился. И рядом со мной садилась женщина. Она уже была старше меня лет, может, на 30. И а там же все обсуждают, и она всегда говорила точный типаж. Ну, идет же там, они же ругаются, тот говорит, Шевченко такой, а тут нет, Шевченко такой. А она точно всегда отвечала. Она была как бы моего типажа. Я думаю, что и мать, вот эта мать, это дочь, мать тоже была, ну, типа INFJ. Я ответил на ваш вопрос? Ну, то есть, видите, с определенным типажом люди могут заниматься и быть в этой системе. Я рассказал свою практику. Ну, значит, если у вас есть цель, то есть, смотрите, есть цель построить какую-то команду, да, то вы можете пригласить такого же человека, который точно типирует, для несколько дней работы и дальше продолжить там коучинг и все остальное с ними заниматься. А ну что там дальше? Искусственный интеллект. Вот смотрите. Вот чипы уже пошли. Для чего? Для логических выводов или умозаключений. Сюда зашла только логика. Понимаете? Вот люди получают большие деньги за производство этих чипов на компьютеры, которые делают логические выводы уже за вас и за меня. Понимаете? Но сюда обязательно все
все вот эти вот информационные доминанты, дихотомии, они все зайдут уже в компьютеры. Значит, вышел новый вид компьютеров, как он называется? Новый, который очень быстро считает. Так там, а он считает, допустим, рациональность и иррациональность, как и то правильно, и то правильно. А логика считает, что или то правильно, или то правильно. И они, квантовые эти компьютеры, очень быстро сейчас развиваются, считают сложные задачи там за часы. Поэтому искусственный интеллект. Дальше, вот интересное, я долго искал, что такое информация. Любое взаимодействие между объектами, процессы которого один приобретает некоторую субстанцию, а другой не теряет, называется информационным взаимодействием. При этом передовая субстанция называется информацией. Количество получаемой объектной информации определяется как мера устранения неопределенности по выбору действий, ведущих к достижению цели. Я уже тут не говорю про энтропию, но как бы вот это, потому что MBTI, когда они ролики рассказывают, они определяют интроверсия и экстраверсия как энергия. Там нет энергии, там есть энергия. Я этого не отследил. В понятие ввел эти Юнг, интроверсия, экстраверсия. Это просто направление информации. Значит, интроверт, я беру информацию и перерабатываю. А экстраверт сразу шарах и все. Вот и все. И Юнг писал, что не может быть все время человек интровертом. Он и разговаривает. Вот поэтому я долго мучился с этим. У меня была проблема, почему. Там одни писали, допустим, интроверсия вот такая, а экстраверсия вот такая. И мне это не устраивало, пока я не понял, что может доминировать, допустим, экстраверсия над интроверсией, но в кризисных ситуациях интроверсия переключается и начинает управлять экстраверсией. Доминантно по Ухтомскому, если кто-то, аллегория. Изучали кто-то Ухтомского? У Ухтомского есть понятие доминанта. Скажите, если темперамент от рождения, это от рождения психология или вырабатывается в Вот как я защищал магистерскую диссертацию свою. Я говорю преподавателю, руководителю, я хочу защищать, допустим, чтобы там была типология Юнга. Иди он до декана. Если она разрешит, я иду до декана. Была женщина, она у нас не читала, я мало ее видел. Вот, и она говорит, захожу, о, привет. Значит, я вот хочу писать такой, да, а кто я? Как? У меня 1 секунда, чтобы определить, кто она. Но у меня были образы, я уже год это прокручивал. По улыбке ее, вот как она сказала, и моя сестра точно так, я говорю, у вас такой-то тип. О, ну ты даешь, она говорит. Я, говорит, тут сколько лет не могу так типировать. Так это же мне повезло, что ее кто-то правильно протипировал. Дальше идет предварительная защита диссертации. Профессор Чернявский то же самое, типируй меня. Я не был готов вообще. Я определяю его типаж. Он, а как ты типируешь? И я ему рассказываю, что вот в течение долгих наблюдений за одними и теми же людьми, которых я долго знал, у меня сформировались вот эти вот образы, которых я, глядя на человека, я как бы подбираю. Не тот, не тот. Вот тут есть какое-то совпадение. Я ответил на ваш вопрос? А, пожалуйста, повторите. А вопрос заключался в том, что вот эта типология, она от рождения заложена в человеке? Или это формируется и воспитывается? Да. И второй вопрос, который он задал. В течение жизни типаж меняется или нет? Это правильная постановка вопроса? Я сказал, мои исследования Юнга показано, что он Юнг как говорил, эскиз дается человеку в день рождения. И в течение жизни его можно только раскрасить. То есть я говорю, что он не меняется, потому что я видел людей, тех, которых я типировал уже в разных, на протяжении длительного периода. Так, еще последний мой слайд. Не последний. Вот смотрите, в 2001 году вышел
журнал «Искусственный интеллект», и там была моя статья. Как она туда попала? Я пришел в журнал и говорю, что я хочу написать статью «Алгоритм идеального разума». А мне говорят, хорошо. Я говорю, сколько листов должно быть? 8 листов. 8 страниц. Прихожу через месяц, мы не будем печатать. Почему? Там и там непонятно. Я говорю, 8 страниц, мне надо больше. Давай, пиши больше. Приношу. Через, 2 месяца говорят, мы не будем печатать свою статью. Почему? Вот там непонятно. Я говорю, так я же уже увеличил. Можно больше? Тебе можно. И так я пообщался со всей редколлегией, и была напечатана статья «Идеального разума», которая, следующий слайд, которая есть уже, и может быть кто-то... Значит, вот в моей книжке есть вот пасмурт информационных доминант. Значит, для одного типажа. И таких здесь паспортов, вы понимаете, 16. Но что, так как я добросовестно изучал психодиагностику, то у меня там получилось их 96. Вот как я начинаю, вот возьмите вот так вот раз, 2 пальца, вот так вот, еще раз, как вам удобно. Вот видите, у кого-то, если вы... Да, понимаете, а у кого-то по-другому. Хорошо, поднимите руки, у кого как у меня. А теперь у кого как не у меня. Вот тоже есть. Значит, вот это я добавил к этому еще если вот так палец у правши лежит сверху, он может делать несколько дел одновременно. Как только вот так, он обязательно делает по очередности. Вот так, вот так, вот так. Это описано в моей книге. Те, кто читали, говорят, точно. Они проверяли и других людей. То есть если кто-то серьезно хочет заняться, то здесь есть вот, а есть еще идеалисты, визуалисты, кинестетики, мыслители, художники. Вот, то есть, в принципе, человек, который занимается профессионально, он должен уметь заполнять паспорт информационных доминант. То есть это они есть вот тут в конце. Я вчера 2 книжки продал в банке. Сидят девушку, я говорю. А на каком языке ваши книжки? На русском. На русском. Это все на русском. Я просто маркетинговый ход. Понимаете? Потому что вот в банке вчера девушки 2 сидят, я говорю, вы не тем делом занимаетесь. Да, почему? Вот почитайте мои книжки. Одна, INFJ, я знаю, я проходила эти тесты. Говорю, расскажи, как же ты проходила эти тесты? Я раз прошла, а что-то там, потом 2 раз прошла, там другие добавления. То есть тесты денежку качают и более уточняет через другие вопросы этот типаж. 100 гривен. Так, вопросы, пожалуйста, потому что я не знаю, время уже, наверное, давно кончилось, да? А скажите, пожалуйста, вот иррациональность, она в чем проявляется? Вот для меня самое сложное вначале было понять, рациональный человек или иррациональный. И я тратил на это 70% времени. Я не могу вам, я просто рассказал вот этих актеров там известных. Значит, это вам нужно только самостоятельно на ваши сформированные образы их отсеять. Пусть год там у вас будет 2, но вы уже тогда, вы не сможете другим людям это объяснить. Я о себе не могу объяснить. Как у меня никакого образа нет. Ни по поводу рациональных, ни по поводу иррациональных. Дальше, как я уже думаю, буду объяснять. Потому что мне пишут, а ты не ответил на этот вопрос. Значит, есть вертолет, а есть самолет. Самолет летит, он же не может остановиться. Как только он остановится, он сразу упадет на землю. А вертолет может час стоять на площадке, может сдать назад, может вверх подняться. Вот он типа иррациональный. Он принимает
изменяет, и оно в кризисных ситуациях, ну, в каждом коллективе должен быть такой человек, потому что логики сидят тут и идут по дороге, они видят, что уже не туда идут, они понимают, что это крах, но они все равно четко выполняют план, график, цели свои достигают, а этот что-то им скажет за 2 часа. И вот то, что там был в Битлз один был иррациональный. Все, и сразу всем становится понятно, что не надо было туда вообще идти и строить вот такой путь. А в чем разница интуиции и сенсорики? О, хороший вопрос. Интуиция – это получение информации из неизвестных источников. А сенсорика – это вы пришли, потрогали, ага, вот так, это стол. Это пультик, это что там, это у нас такой пультик, то есть вы получаете, или, допустим, кушать собрались, а вот то попробовали. Но там еще визуалисты и идеалисты кинестетики там вмешиваются. В общем, это кажется очень сложно. А мне вообще, я считал, что эта наука, ну, просто обманывает людей. Но пытаюсь ее как бы опровергнуть, никак не получается. Вопросы есть? Науку соционику или просто вот Не, соционика – это фантастика психологии. Это не я придумал. Понимаете? Они, вот последние, я ж общаюсь с социониками, они пишут, он такой-то, потому что у него такая шея. Ну, вы читали, говорю, в Юнга, что по шее можно что-то определять. Юнга определил по поведению человека. И Майер Брикс, Изабель и Катерин, они тоже определяли, строили по поведению, как себя ведет человек, и подбирали, и покупали вот эти их индикаторы, и продолжают сейчас покупать, по той причине, чтобы определиться по профессии. И задача школы – это дать человеку сильные стороны и сказать, что ты туда не иди, а иди сюда. Вот твои сильные стороны, вот профессия, которая тебе подходит. Но по жестам же. Вот вы видите, частями систематизируете. Явно же можно по жестам, а почему тоже Правильно, но это... По шее тоже можно. По шее нет. Насколько человек готов или в себя уходит? Не, я такое не отследил. Если б я отследил, что да, по физиономике можно типировать, я б с радостью бы это... Но я это не подтвердил на своем опыте. Хотите, фотографируйтесь, хотите, не фотографируйтесь. У меня кинокамера пишет, вы все записаны. Спасибо вам большое, что пришли. А вы свою презентацию тоже вот как бы Вот эти слайды оставите организаторам. Вот оставляю тут. Вот в компьютере я ничего не забираю, вот они тут. В этом и смысл, текст же не читаем, и мозг не воспринимает. Мне когда это просто я у него оппонента была, так я думала, что это как раз вы сказали. Национальная академия ветеринарии.